Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Я искренне приветствую вас на канале Таро Эспирационе. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все равно для себя получите. И прошу извинения, если какие-то посторонние шумы и звуки мешают просмотру видео. Дело в том, что у соседей ремонт, и я на это не влияю, мои дорогие. Надеюсь искренне на понимание. Итак, что важно знать? Вот первая карта, может быть, то, что будет для вас в приоритете на эту неделю. Давайте достанем, что, по мнению карты для стрельцов, важно. Неожиданные события или чего не избежать. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время или что может помешать на этой неделе. Достанем еще одну карту. А что тогда помогать будет козерогам? Давайте достанем еще и такой вопрос зададим. Что скрыто? Может быть, чего-то мы не видим. Может быть, кто-то что-то скрывает. Вот мы достали карту, и мы ее откроем. Оценим ситуацию, риски, да. Посмотрим в целом энергетику этой недели по основным сферам жизни. И это будет у нас дела, работа, бизнес. Что нам про денежную энергию расскажут карты? Личная жизнь. Тоже давайте узнаем. Ну и зададим карте совет. Картам точнее. Пусть они нам раскроют или соединят все выпавшие карты. Что важно знать? Дальше можно не смотреть. Карта силы, мои дорогие козероги. Что бы вы тут не планировали, вам все как бы на самом деле козырь в ваших руках. Или говорят, карты в руки, да. Не сомневаться в себе, это точно. Но и с другой-то стороны держать эмоции на коротком поводке. Лев – прообраз нашего эго. И на карте изображен как будто на цепочке. Цепочка такая, только одно название, но как будто девушка прекрасная. Она удерживает свои собственные порывы, понимаете? С чем-то не поторопиться, может быть, прежде чем что-либо произойдет, как какое-то событие. Не давать кому-то обещаний или не высказываться, что мы думаем по тому или иному поводу. Все же карта сила больше по энергетике похожа на карту мага. А это у нас великий манипулятор. Поэтому где-то будете серыми кардиналами, вам больше будет удаваться. Поэтому, ну, как бы из-за кулис вот так незаметно какую-то ситуацию, воздействовать на людей, может быть, что-то исправлять. Или самого себя не тормошить без надобности. Может быть, не включиться в режим какой-то многозадачности. Вы люди выносливые, вы люди достаточно сильные, вы приходите на помощь. И здесь можно, видимо, риск есть такой, что мы включимся в какую-то работу, которая, в принципе-то, не для вас важна, а для кого-то другого. Распределить правильно свои силы и больше думать о своих где-то достижениях или способах этих достижений, амбиций. Это будет тоже для вас важно. Все важно знать. Вы сами важны. Чего не избежать? Вот то, что я сказала, правда, не включаться в те вопросы, которые вот вас лично не касаются. И по девятке жезлов первое все же 9. И когда выпадает девятка любая, это преддверие перемен. Поэтому что-то будет меняться в последующий, может быть, период, неделя, две, следом за вот этой неделей. И только два момента, когда мы включаемся в те или иные процессы, вопросы. Первое – это когда нам что-то угрожает. Или есть риск нашей, ну, может быть, репутации, или вашему личному делу, творчеству, или какому-то проекту. И второй момент – это когда что-то ценное стоит на пороге этой недели. Или нам нужно проучаствовать в каком-либо, опять же, деле, в теме, вопросе, но мы это можем рассчитать. Мы как будто знаем, что да, нам это на длительный период времени как важно, нужно, и мы хотим где-то продолжать в этой же конве либо отношения, либо какой-то труд или ну, какие-то действия. Все остальное, оно как будто не важно. Сама по себе девятка жезлов, пусть это в герметической колоде Таро, это карта великой мощи, как будто добавляет ваших сил. Но говорит карта о том, что мы не должны, первое, повторить какой-то прежний
отрицательный опыт, какую-то ошибку, как будто мы не должны обновить, и поэтому нельзя торопиться, нельзя необдуманно включаться в какие-то вопросы, которые лично вам не нужны. Ваша сила должна иметь какой-то правильный, понимаете, характер или дозированный какой-то режим. А больше все же обе карты, посмотрите, вас концентрируют на самом себе. Может быть, за эту неделю какой-то есть вопрос, который именно теперь появится возможность решить. Может быть, прежде вы уже пытались, а вот все что-то не получалось. А здесь вы можете получить результат как раз. Поэтому будьте внимательны. Вы сами в центре недели. Это как самое важное. Чему сейчас не время. Я не могу сказать, что тут чему-то не было бы времени. Король кубков, тут как раз полный баланс у короля кубков. То есть две направляющие. Это сфера финансов или сфера дела, работа, бизнес. Все то, что материальное. И отношения. И по королю кубков он умеет не смешивать. Как будто как эмоции, так и рационализм. Любовь и где-то материализм в плане денег. Может быть, как будто быть чересчур продуманному, знаете, или быть уверенному, что будет именно так, как я запланировал, может быть, и не время. Но сказать, что нам что-то помешает, ну, я не могу. Разве что у кого-то проиграется, так ведь тоже может быть. Конкретный человек, который, ну, не совсем он вам не помешает. Мои дорогие козероги, это точно. Но, видимо, какую-то либо оскомину, либо какой-то неприятный осадок, может быть, как раз девятка жезлов и говорит о каком-то человеке, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Может быть, это рыба, рак, скорпион или человек, который имеет асцендент в этом знаке. Может быть. И с ним какие-то, ну, неприятные моменты, может быть, связаны. И вы бы не хотели его даже видеть. А тут судьба нас где-то столкнет, чему сейчас не время. Значит, не проявляйте эмоции в отношении такого человека. Но я бы сказала, что, в принципе, вам ничто не мешает. Даже если где-то кто-то неприятен, или даже если какой-то вопрос, ну, в своих временных рамках развивается, тогда примите во внимание, что так тому и быть. Все же карта силы говорит, что любой проект у вас получится осуществить. Вот рассчитать правильно или провзаимодействовать с какими-то внешними событиями, новостями или обстоятельствами, это тоже будет не лишнее. Что будет помогать? Рационализм, хладнокровие, и когда даже если кто-то нас пытается вывести на эмоции, то мы не включаемся. Иногда по этой карте бунтарь без причины называют тоже эту карту, пусть это прописано в другой колоде, но эта фраза очень точно описывает людей, с которыми мы можем столкнуться. Это у кого сложный характер, или которые нам что-то доказывают, или пытаются нас к чему-то приобщить, вот как к делу, к событию, или как свою правоту могут нам доказывать, что вот именно так должно быть. Это правильно, это как истина в последней инстанции. А нам говорят, держись позиции стороннего наблюдателя. Все, по этой карте больше никак. Единственный момент, если уж кто-то так настойчиво, или есть действительно тот вопрос, который вы хотите осуществить. Нам будет тогда помогать, когда мы докапываемся сами до сути, когда мы ищем информацию, и мы ее находим. Может быть, мы заручимся поддержкой, предположим, юристов. Или мы сами будем изучать законы. Сейчас много публикаций в интернет. Так вот, какое-то самообразование. Но тут любая информация как будто нам подойдет или будет помогать, которая далека от каких-то иллюзий. Есть какая-то конкретика. И есть логика, понимаете? В целом логика, интеллект тоже помогает. И это там, где нет эмоций вообще. Правда, не время эмоциям держать на коротком поводке. Что скрыто? По пажу мечей вот где-то пересекается со значением рыцаря мечей. Знаете, у кого-то ведь это может быть еще такая ситуация, что это вам придется куда-то отправиться, чтобы в другой местности выяснить тот или иной вопрос. Как будто большое видится, конечно, на расстоянии, но
есть еще и такой момент, что нужно как будто включиться, может быть, в какое-то дело или досконально с чем-то разобраться, чтобы не было сомнений. Может быть, в чем-то точку надо ставить. Но тогда что-то выяснить наверняка нам это будет помогать. Может быть, вот как раз скрыто, вы чувствуете какую-то недосказанность или то, что мной где-то пытаются манипулировать, и вы будете просто собирать информацию для того, чтобы разобраться. У кого-то будут дела, связанные с детьми, причем, может быть, с детьми подросшими. И тогда тоже, может быть, ребенок не может разобраться или какое-то дело осуществить, и вам придется куда-то как и отправиться, чтобы выяснить, что же это на самом деле есть, без эмоций, да, и как помочь или как разрулить какой-то вопрос, так тоже может быть. Поэтому логика в целом, вот как я сказала, энергия карты мага. И где-то и манипуляции не без этого. Но это сделать надо незаметно. И правда на повестке дня могут быть те вопросы, которые касаются именно вас, ну, может быть, ваших близких, ваших детей и вас самих. И все, как будто все остальное, ну, так немножко по боку. И повторюсь, либо что-то нам угрожает, или, может быть, нашим близким, или есть вопрос, который нужно решить в моменте вот именно этой недели, а не отложишь на потом. Или когда есть какой-то для нас прогресс, а как-то нам тут хотят помешать. Вот тогда тоже тут не зевать. Поэтому держите руку на пульсе, у вас сильная позиция, все удастся. Дела, работа, бизнес. Но здесь что-то радует. Паш кубков – это приятные эмоции. У кого-то хорошее просто настроение. Или все идет так, как вам нравится, как вы хотите. В принципе, на дела, работу, бизнес, хоть документ пошли согласовывать, вы со всеми договоритесь. Все равно получите то, мои дорогие козероги, что вы хотите. То есть сама по себе карта радости, приятных каких-то впечатлений, может быть, радости от общения, может быть, куда бы вы ни пришли в этот период времени – словно нет препятствий, чиновники где-то, даже если это будут согласования какие-то бюрократические, да, то тогда нет тоже противостояния, ведь это немаловажно, иногда бывает упирается в конкретную личность человека, а здесь как будто больше радости от выполненной либо работы, либо от выполненных дел. Давайте финансы посмотрим. Когда пятерка жезлов, знаете, нам отчасти могут что-то обещать, как золотые горы. Или обещать, что поддержат нас, поддержат какой-то наш проект, например. Или субсидируют как будто деньги, да. Или есть какая-то история финансовая с конкретным человеком, который тоже вам что-то обещал. Так вот, когда выпадает пятерка жезлов, часто это те люди, которые очень легко отказываются от своих слов. Или утром он обещал, а вечером он уже передумал. И как бы не вызывают доверия. В целом не надейтесь на людей. У нас еще девятка жезлов выпадает. Надейтесь сами на себя. И по пятерке жезлов я называю эту карту информационного хаоса. Вот все то, что я сказала где-то по этим двум картам. Поэтому сама по себе информация может быть разрозненная. Надо перепроверять, опять же, прежде чем доверять. Вам это на деньги. И знаете, карта сила уже где-то предполагается, деньги есть. Но что мы их тратим, то нет. Тут скорее у вас могут быть вопросы, как сэкономить или что-то как будто финансово, ну, распланировать, связать какие-то траты. Но не о тратах, так это наверняка. И уж понятно, если даже вы хотите вложиться, как бизнес, или, ну, какие-то есть у вас партнерские отношения именно по бизнесу, или по какому-то даже ремеслу, может быть, вашему, но есть другие участники. Здесь тоже надо быть аккуратнее, потому что, ну, не время как и браться за новый проект, или буквально достать из кармана деньги и сказать: на, возьми. Вот как будто нет на самосохранение, и какой-то ваш план, он должен быть обязательно осуществлен. Давайте мы посмотрим личная жизнь. Ну и здесь как будто не замечтаться. У кого-то это может, кстати, хоть и личная жизнь не всегда, что же про любовь. Это правда какое-то дело, которое вы планируете, мои дорогие козероги. Может быть, для вас это как дело жизни. Или на данный период времени это для вас, ну, очень архиважно. Какой-то вопрос решить, закрыть, осуществить. И методы, может быть, решения вопроса нужно выбирать. Может быть, нам и придется что-то корректировать, где-то идти по ситуации. Так вот, чтобы разобраться в этой ситуации, поэтому нам и говорят: больше наблюдай. Сильная позиция.
Может быть, эта карта говорит о том, что мы как на выборе. Может быть, у вас не один партнер, у кого-то и так проиграется. И выбор как будто делать придется. Может быть, какая-то информация или еще какие-то события вас к этому подтолкнут, словно вынудят. Ну и розовые очки в целом нам говорят, мы не одеваем. Не могу сказать, что это про любовь, но семерка – это всегда где-то пауза, не торопитесь. В целом говорят, что не будет каких-то кардинальных изменений. Наверное, как было на предыдущей неделе для всех категорий. Хоть вы в паре, хоть вы в сложных отношениях. Вот сложных тут единственное, вы можете, знаете, так острее прочувствовать, что мне нужно что-то с этим делать. Ну или для тех, кто один или одна, тут могут быть больше вопросов, которые именно больше дела, работа, бизнес или какие-то ваши достижения. Хотя, с учетом пажа кубков, вы можете пойти в какую-то инстанцию, мои дорогие, и познакомиться случайно, обустраивая какие-то свои дела, бумажные, там, любые другие. Но нам не про любовь говорят, ну, кто знает, может быть, дружба какая-то начнется. Это тоже не для всех проиграется, но такое вполне может быть. Как мы будто встречаем человека, который с нами на одной волне, может быть. Но пока не время для того, чтобы делать какие-то выводы. А вот у кого есть выбор, значит, может быть, по отношениям, его надо делать также хладнокровно, не включая туда эмоции. Давайте карту «Совет». Все должно быть искренне, по любви. Карта «Двойка кубков» нам говорит именно не о страсти, а о надежности и, самое главное, об искренности. Чего бы ни касался, наверное, вопрос. Если так вот вообще любые дела нашей жизни рассматривать, то во всем ведь принимают решения люди или наше умение с ними договориться. И если в целом, как совет карту рассматривать, доверяй тому, что надежно, и то, что искренне. Тем отношениям, когда тебя партнер чувствует, когда он тебя словно понимает без слов, когда тебе не надо доказывать что-то или обороняться, да, вот, или ты все время думаешь, что человек может подвести, или два пишем три в уме, или потом какая-то ситуация такая сложится, нелицеприятная, из которой придется выкарабкиваться в одиночку, как мы говорим, подставить, может быть, не самое красивое слово, не очень литературно, но зато конкретно передает суть. Вот именно надежности и искренности нужно отдавать приоритет в любых вопросах. Пусть это партнерство по делам, по бизнесу, по работе, по творчеству, по согласованиям, может быть, каким-то, да, там больше рационализма надо, да, но и прочувствовать собеседника тоже не лишним. И в личной жизни как будто это тоже будет для вас важно. Может быть, у кого-то из вас и правда на этой неделе состоится вот такое дружеское знакомство, и тогда с учетом двойки кубков, как будто не отталкиваете человека. Попробуйте действительно дружить, узнать друг друга более лучше, более обстоятельнее. Кто знает, может быть, отношения перейдут во что-то более глубокое или в какой-то надежный союз. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.